Добрый день! Today we are going to read a really interesting text which is called Новый год. Unfortunately, I don't know who is the author of this text. I was trying to search for the author of this text, but I couldn't find who is he or she. And this text, this story will be really nice for you if you want to find out something new about New Year's celebration in Russia, New Year's traditions in Russia, also practice adjectives in different cases, and maybe learn new verbs because you might meet a lot of different verbs in this text. Okay, so let's start reading it. Новый год. С Новым годом, с новым счастьем. Раньше всех эти слова говорят жители Камчатки и Дальнего Востока. И только через 9 часов поздравляют друг друга с праздником москвичи. В Сибири в это время суровые морозы, а в южных районах страны теплый дождь падает на вечно зеленые растения. Но одинаково тепло, уютно и празднично во всех домах. Новогодний праздник празднует вся страна, каждая семья, каждый ребенок или взрослый. Это самый любимый, самый оптимистический праздник, праздник надежд. Дети ждут Деда Мороза, главного героя праздника, подарков, зимних каникул, а взрослые – новой, мирной и радостной жизни в новом году. К Новому году все готовятся заранее. В праздничные дни город необычен. В витринах магазинов, на площадях и в парках стоят нарядные елки. На улицах много людей. Они спешат закончить дела старого года, приготовиться к празднику, купить подарки детям, родным, друзьям. Но самое главное – купить красивую новогоднюю елку. Каждый хочет встречать Новый год около елки, поэтому самые многолюдные места в городе – это елочные базары. Опытные люди знают, что хорошую елку нужно купить заранее. Конечно, можно купить и искусственную елку, но можно ли ее сравнить с настоящим деревом? Каждый день дети задают один и тот же вопрос: когда мы будем наряжать елку? Украшение елки – это огромное удовольствие для взрослых и детей, поэтому во многих домах елку наряжают всей семьей. Елочные игрушки хранятся почти в каждом доме. Целый год они лежат в коробках и ждут своего часа. Каждый год покупается несколько новых игрушек. Так иногда в доме есть игрушки, которые подарили бабушке еще в ее детстве. Елочные игрушки часто покупают в магазинах, но можно сделать их и своими руками. Некоторые родители считают, что украшение елки – дело взрослых. Они украшают ее, когда дети спят, чтобы сделать им сюрприз. А утром дети просыпаются и видят красавицу елку. На ней разноцветные шары, серебряный дождь, яркие игрушки, конфеты и фрукты. Но самый главный сюрприз под елкой. Там подарки, которые принес добрый Дед Мороз. В эти праздничные дни на городских улицах можно увидеть удивительную картину. Около дома останавливается такси, и из него выходят странные пассажиры. Это старик с бородой в длинной белой шубе и шапке, с палочкой и большим мешком, и молодая девушка, тоже в белой шубке и шапочке. Это традиционные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка, его внучка. Дети знают, что в мешке лежат подарки для них, но трудно обмануть современных детей. Только самые маленькие не знают, что Деда Мороза заказали папа и мама по телефону. Сколько лет Деду Морозу? Нам кажется, что он так же стар, как другие герои русских сказок. Но на самом деле он самый молодой из русских сказочных героев. Ему только 100-150 лет. Но уже очень давно в народе рассказывали сказки и легенды о Морозе,
сильном и злом старике, который приносит на землю холод, снег и метели. В те времена он редко дарил подарки. Наоборот, люди дарили подарки ему, чтобы он стал добрее. Когда в России начали встречать Новый год 1 января, Дед Мороз стал постепенно главным героем этого праздника. Но его характер изменился. Он стал добрее и начал приносить детям подарки в новогоднюю ночь. Okay, nice. So now, as usually, we are going to practice listening and do some exercises that will help you to learn the Russian language better and memorize the words faster. Answer the questions. Какие поздравления звучат в новогоднюю ночь? Чего ждут взрослые в новом году? Кто такая Снегурочка? Как вы думаете, почему процесс украшения елки такой особенный? Как вы считаете, почему характер злого и сильного старика Мороза изменился с годами? Write down opposite words. Искусственный, холодный, злой, длинный, удивительный, добрый, пессимистичный, большой. Match the parts of the sentences. Украшение елки – это огромное удовольствие для взрослых и детей. Каждый год покупается несколько новых игрушек, так иногда в доме есть игрушки. Но на самом деле он самый молодой из русских сказочных героев. В те времена он редко дарил подарки, которые подарили бабушке еще в ее детстве. Наоборот, люди дарили подарки ему, чтобы он стал добрее. Поэтому во многих домах елку наряжают всей семьей. Ему только 100-150 лет. А теперь расскажите, как в вашей стране встречают Новый год или Рождество. Okay, tell me please, what do you think about our today's lesson? Did you like it? If you liked it, don't forget to subscribe our channel, and also you can leave a comment below the video. I will be really grateful for this. And if you wish to book a lesson, you can freely email us. Here is the email. You can write us using this email, or also you can check this email in the description to this video. So, спасибо, всего хорошего и до встречи. Пока-пока.